В РФ думают об устранении Путина. Эвакуированные из Курской области жалуются на власть и едут в Украину, а над Германией замечены военные беспилотники России. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. НАТО готовится к масштабным военным учениям и строит базу у границ с РФ. Будет ли на этот раз реакция Путина и готов ли напасть на Финляндию? Мы фиксируем заметно возросшую военную активность в Финляндии. Беженцы из Курской области говорят, что были брошены. Жители Суджи эвакуированы в Сумскую область. При этом Путину отчитываются об успешном спасении жителей приграничья. Местные власти выехали сами, вывезли свои семьи. Орлан над промышленной зоной Германии. Беспилотники РФ пролетают над терминалами со сжиженным газом и АЭС, откуда запускают БПЛА. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Россия продолжает выводить войска из Калининградской области. Затем, как происходит заметное сокращение российских сухопутных войск в этом регионе РФ, наблюдают военные Литвы. Они говорят о переброске российских войск из Калининграда после наступления ВСУ в Курской области. Тем временем на этой неделе в Курской области начали устанавливать бетонные укрытия на улицах города. А Путин накануне попытался обвинить Украину в попытке удара по Курской АЭС. Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано. Кстати, в четверг Путин провел лишь второе совещание по событиям в Курской области за практически 3 недели с начала наступления ВСУ. В остальном же он пытается делать вид, что ничего необычного не происходит, пишет западная пресса. Однако The Times сообщает, что Путин отчаянно ищет признания после серьезного удара от Курской операции. Чтобы повысить свой рейтинг, ему приходится выходить в народ, хотя еще недавно он максимально изолировался от общества. В то же время, по данным источников западных медиа, российские элиты крайне недовольны поведением Путина и ситуацией, которая происходит на территории РФ. О том, в каком положении оказался Путин после наступления ВСУ, мы поговорили с социологом, журналистом Игорем Эйдманом. Скажем так, да, Путин диктатор. Диктатор авторитарный, диктатор, который опирается на силовиков, на инструменты насилия, на тотальную пропаганду. И теоретически он мог бы и не заботиться о своей популярности. Потому что он не на популярности удерживает власть, а чисто силовыми, по большому счету, методами. Но у него есть такой просто личный, что ли, комплекс. Он очень заинтересован в том, чтобы его любил народ, что называется, чтобы его поддерживало население. Или в создании иллюзии этого. Я могу вам сказать, я знаю это не понаслышке, потому что я в нулевые работал в организации ВЦИОМ, небезызвестной, директором по коммуникациям, то есть по связям с общественностью, средствами массовой информации. И я прекрасно помню, что в администрации президента для Путина лично требовали постоянно рейтинги, тогда еще путинской популярности, потому что все говорили, что он очень-очень следит за этим, он очень внимательно это все отслеживает. Поэтому ему хочется быть популярным. В России рассказывают, что из Курского приграничья эвакуировали более 130 тысяч жителей. Однако и слова не говорят о тех, кого оставили. Теперь часть россиян была эвакуирована в Сумскую область Украины. Жители Суджи рассказали, что первой из города бежала власть. О людях никто не думал. Местные власти выехали сами, вывезли свои семьи. Эвакуации как таковой не было. Люди бежали. Люди пытались выехать, там какое-то время машины везде искалечены. Вчера я увидел, что остановились машины. Я в окно, крикнул им, чтобы они меня не стреляли. Они говорят, иди сюда. Я подошел к ним, объяснил то, что я хочу эвакуироваться к маму. Он сказал, 15 минут, собирай вещи, и мы сюда сейчас подъедем. Через 15 минут они подъехали, посадили нас в машину и на скорости увезли в Сумы. Тем временем в Центр избиркоме РФ уже говорят, что в Курской области есть запрос на смену власти. У нас на предыдущих выборах
там, где самые были опасные ситуации, да, прилеты и так далее, была самая высокая явка, была потребность принять участие в выборах. Тоже очень важно в таких условиях, я так понимаю, видимо, жителям Курска иметь понятную, определенную власть. Вот это период безвластия в таких случаях, неопределенность может приводить еще к более трагичным последствиям. Поэтому есть такой запрос. Появился ли запрос у россиян на смену власти в России после всех неудач, которые уже потерпел Путин? Этот вопрос мы также задали социологу. Для того, чтобы перелом какой-то наступил в общественном сознании, нужно какое-то такое событие, которое невозможно ни замолчать, ни интерпретировать каким-то образом. Например, если Курск падет, да, и украинцы будут в Курске, данный обыватель тогда начнет уже понимать, что, в общем, все плохо. Вот. Но пока это не настолько для них событие существенное. То есть в Курской области существенные события. Где-нибудь в Москве, я думаю, на это все смотрят, так, что-то там такое на окраинах, на границах происходит, и нас не касается. Так что пока это все-таки недостаточный повод для изменения общественных настроений. Что касается правящей верхушки, то там, конечно, ситуация другая. Они более, скажем так, смотрят на мир менее в искаженном смысле, потому что они пропаганде, естественно, не верят, может быть, кроме некоторых совсем отмороженных. Такие события, как украинское наступление в Курской области, они очень существенно повышают шанс развития какого-то заговора против Путина и его или физического устранения, или отстранения от власти собственной же правящей верхушки. Дроны атакуют Германию. Прокуратура немецкого Фленсбурга начала расследование после того, как неизвестные БПЛА были обнаружены в небе над важнейшей промышленной зоной в земле Шлезвиг-Гольштейн. Беспилотники на высокой скорости пролетели над АЭС, терминалом сжиженного газа и химзаводами. Бильд сообщает, что последний такой налет дронов был 22 августа. По боевой тревоге была поднята полиция. Во внутреннем отчете полиции говорится, что бесполетная зона была нарушена несколько раз. Предположительно, эту зону пересек не простой беспилотник, а военный. Полеты этих БПЛА начали фиксировать начиная с 8 августа, и по предварительной информации их могут запускать российские агенты с судов в Северном море. Сотрудники службы государственной безопасности ФРГ предполагают, что это российские беспилотники, которые используются в диверсионных целях. Специалисты склоняются к тому, что неопознанные беспилотники – это БПЛА «Орлан-10», которые имеют радиус действия от 500 до 600 километров и летают со скоростью более 100 км в час. Штаб сухопутных войск НАТО, который будет руководить бронетанковой бригадой численностью 4-5 тысяч солдат и операциями по защите страны, совсем скоро появится у границ РФ. Он уже создается в Финляндии и будет размещен в городе Миккеле, лишь в 140 километрах от РФ. Об этом пишет Ил-Таленте со ссылкой на свои источники в Альянсе. Создание штаба, говорят, в Хельсинки необходимо для усиления превентивного сдерживания. В бригаду НАТО, по данным издания, войдут шведские и норвежские военные. В Минобороны Финляндии уверяют, что сейчас разрабатываются механизмы того, как и при каких условиях силы НАТО могут в кризисных ситуациях прибыть и развернуть свои силы на территории страны. Напомню, что с 31 августа в Финляндии будут проходить национальные военные учения, в том числе и на границе с РФ. На это уже отреагировала Захарова. Но сейчас-то против нашей страны развернута настоящая гибридная война со стороны коллективного Запада. Мы фиксируем заметно возросшую военную активность Финляндии после вступления этой страны в НАТО. Неоднократно отмечали, что внешняя политика финского руководства выстраивается сегодня в русле линии коллективного Запада на нанесение России стратегического поражения, как они это формулируют. Как вы думаете, какими будут действия РФ и лично Путина? Ведь он начинал войну против Украины под предлогом расширения НАТО. Начнет ли войну против Финляндии? Напишите об этом в комментариях. Российские женщины боятся выходить на улицы вечером из-за того, что могут быть изнасилованы мигрантами. Это происходит в некоторых российских городах и населенных пунктах, уверяет депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. Называет проблему острой и призывает лишать мигрантов российского гражданства за секс-насилие. В РФ уточняют, что согласно законопроекту предлагается лишать российского паспорта за, далее цитата, любые насильственные действия или понуждению
к действиям сексуального характера. Кроме того, мигрантов можно лишить гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. Интересно, что россиян, тех, которые не мигранты, лишать гражданства за сексуальное насилие не собираются. Напомню, что в российском МВД заявили, что с начала года не пустили на территорию России 143 тысячи иностранцев. Причина якобы в том, что они не соблюдают требования миграционного законодательства. Украина не фиксирует на границе с Беларусью никаких провокаций, однако угроза сохраняется из-за влияния Москвы на Минск. Об этом говорят в Госпогранслужбе Украины. Там отмечают, что сейчас ВСУ полностью контролируют границу и нестандартных ситуаций замечено не было. Однако украинская разведка постоянно мониторит ситуацию, осознавая, что обстановка может измениться в любой момент. В ГПСУ также утверждают, что сейчас Украина продолжает укреплять границу на этом направлении и продолжает строительство инженерно-фортификационных сооружений. Мы не видим движения белорусской техники или войск на линии границы, однако не исключаем, что Беларусь может удерживать свои силы ближе к границе по требованию Кремля. Ситуация постоянно мониторится, чтобы своевременно реагировать на потенциальные вызовы. Сербия по запросу режима Лукашенко в ближайшее время может экстрадировать на родину белорусского режиссера, соучредителя Свободной ассоциации спортсменов Андрея Гнета. На родине ему грозит тюремный срок по делу о якобы о неуплате налогов. На самом же деле Гнет говорит о политически мотивированном преследовании. Журналиста задержали в Белграде осенью прошлого года, когда он только прилетел в страну. Причиной стал запрос белорусских властей через Интерпол. После 7 месяцев в сербской тюрьме режиссера выпустили под домашний арест. И теперь он ожидает последнего заседания суда, на котором будет решена дальнейшая судьба. В интервью «Нехта» Андрей заявил, что белорусский правозащитный центр «Весна» отказался признавать его политзаключенным. Это могло бы спасти от возможной экстрадиции в Беларусь. Через 5 дней у меня будет суд. Через 5 дней будет апелляционный суд в Белграде. И это мой последний шанс отстоять свои права и отстоять свою жизнь. Потому что это вторая попытка апелляции. Третьей попытки никто не дает. Если я проигрываю апелляционный суд, я об этом не узнаю день в день. У суда есть до 30 дней для того, чтобы принять решение за закрытыми дверями. Мой кейс политически мотивирован. Это подтвердил даже Интерпол в своем внутреннем расследовании, которое они провели. Они сказали, что мой кейс нарушает устав Интерпола номер 2 и номер 3, поэтому он будет удален. Несмотря на то, что у нас к Интерполу у всех есть большие вопросы, мы должны понимать, что это авторитетная организация, и просто так они бы не удаляли мой кейс из своих баз. Таким образом, я официально признан как человек, по крайней мере, со стороны Интерпола, который преследуется политически. Ну, и мне кажется, что уж и дураку понятно, за что я преследуюсь и почему. СОС-БИ, работа на независимые средства массовой информации, то, что мы сейчас с вами делаем, режим уже будет называть уголовным преступлением, за которое светит много лет. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Также не забывайте пользоваться VPN, если вы находитесь на территории России. Ссылку найдете под нашим видео, как пользоваться этим VPN. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.